Привет, друзья! Этот салат полностью будет готовиться на плите, отсюда и его название. И пока мы не приступили, предлагаю всем своим зрителям, кто еще не успел подписаться на мой канал, сделать это сейчас, и чтобы не пропустить новые рецепты, жмите на колокольчик и разрешите вашим устройствам оповещать вас о новых роликах. Ставим палец вверх и начинаем. Для салата я взял 1 стакан риса рубин, или его еще называют красный рис, одну среднюю луковицу, 150 грамм кураги, 150 грамм изюма, смеси с другими сушеными экзотическими фруктами и 2 столовые ложки оливкового масла. В кастрюлю наливаю 3 стакана воды и ставлю на плиту. Пока вода греется, промываю рис под проточной водой, отправляю его в кастрюлю и варю под накрытой крышкой на медленном огне 45 минут. Это время даже немного больше, чем написано в инструкции. Да, этот рис варится очень долго. Красный рис рубин – диетически полезный продукт. Расскажу коротко о его пользе. Попадая в кишечник, клетчатка этого риса набухает и счищает с его стенок вредные продукты и токсины, а это приводит к улучшению пищеварения и ощущению легкости. Регулярное употребление продукта способствует продлению молодости, улучшению работы нервной системы и хорошему самочувствию. Рис рубин очень калорийный, поэтому сильно увлекаться им тоже не стоит, если ваша цель похудеть. Кушайте эту крупу регулярно, но понемногу, чтобы ощутить максимальную пользу. Пока варится полезный рис, у нас есть время не спеша подготовить остальные ингредиенты. Сухофрукты надо залить водой, чтобы они стали мягче, а заодно и промылись. Теперь лук. Его надо очистить и нарезать полукольцами. Сухофрукты откидываю на ситечко и перекладываю на бумажное полотенце, чтобы собрать лишнюю влагу. Эту же операцию проделываю и с курагой. Измельчаю курагу на кусочки примерно по 5-7 мм. Сковороду ставлю на плиту и разогреваю ее вместе с оливковым маслом. Первым пассируется лук, после добавляется курага. В это время рис уже приготовился. Отправляю пассерованный лук с курагой в кастрюлю к горячему рису. Перемешиваю все ингредиенты и снимаю кастрюлю с огня. Осталось переложить салат в салатницу и выложить поверх него изюм с разноцветными сухофруктами. Сладкий теплый салат готов. Приятного аппетита! Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые рецепты. Обязательно оставляйте комментарии, делитесь ссылкой на рецепт со своими друзьями в социальных сетях и мессенджерах. Пока-пока!